Okay, hello. Welcome to my class. How is going today? And on this lesson, you will get acquainted with the top of 10 modern future professions, and also listen to me very attentively. And first of all, the world is changing fast, and so is the job market. New professions are coming, and some are going away. Are you ready for the future? Ребята, вы готовы к будущему, да? Сегодня на уроке мы поговорим о профессиях, какие профессии являются современными, какие классическими. And do you know what the jobs of the future are? Do you know what the jobs of the future are? Знаете ли вы, какие профессии будущего есть? And why you should know the professions of the future? И почему вам следует знать о профессиях будущего? I'd like to tell you about a story about Generation X and Z. Have you heard about that? Okay, look at the Generation X. For example, I found these examples. For example, a teacher, a worker, an accountant. Посмотрите, вот поколение X, да, то есть это те профессии, которые, являются классическими профессиями. Это учитель, это рабочий, это бухгалтер, да, and also these are your parents' professions. То есть это поколение, которое выросло после 1980 года, то есть это ваши родители, да, это родители, то есть это профессии ваших родителей, да, учитель, инженер, может, строитель, архитектор, бухгалтер, да. And also look at the generation Z, то есть вот поколение Z, это кто такие, да? For example, a creator, создатели, да, те, которые вот любят создавать, творить, рисовать, да, вот художники, иллюстраторы, вот творческие люди, да. And also classical profession of teacher crosses and becomes an online teacher. Вот. Простой учитель стал вот в современное время, да, онлайн-учителем. And also architect becomes 3D architect. То есть вот простые архитекторы, которые вот рисовали схемы, да, они стали 3D-архитекторами. То есть они измеряют трехмерным изображением, да, то есть им уже легче усваивать профессию, также приобретать какие-то навыки и работать. И, ребята, вот это поколение Z, это вы, ребята, вот именно рожденные после 2009 года. Это может быть вашей будущей профессией, да? То есть это я привела только некоторые. Let's see the rest of them. Ну, давайте познакомимся с остальными, да, кто такие вот будущие профессии. And software developers, coaching, product managers. Это вот профессии именно будущего. То есть мы знаем, есть программист, да, и чтобы облегчить работу программиста, сделали вот разновидности, да. Software developers это, например, они вот разработчики именно вот системных программ, которые есть на компьютере, да, которым можно пользоваться. And product manager это те люди, которые создают какие-то проекты, и они продвигают свой продукт, то есть разрабатывают какие-нибудь мобильные приложения, компьютерные программы, да, и продвигают среди потребителей, то есть среди вас. То есть это может быть мобильное приложение, это может быть какой-то переводчик или компьютерная игра, да, то есть они после разработки они должны их тестировать, да. Есть еще, ребята, такая профессия, как тестировщик. То есть это человек, который просто тестирует, пробует продукт. И они также зарабатывают вот очень много денег. Так что можете подумать, надо работать тестировщика.
Так, and as for the coaching, ребята, это тренеры, да, онлайн-тренеры. Сейчас вот в последнее время именно поколение X, да, вот то поколение, которое вот, ну, это взрослые, да, они теряются вот в цифровом веке, да, вот в нынешнем веке. И у некоторых нет еще до сих пор профессии, да, то есть они работают в разных профессиях, пробуют себя в разных направлениях, да, и они в основном теряются, и им надо вот именно коучинг-тренеры, да, которые, здравствуйте, коучинг, и онлайн-тренеры есть. Так, дальше есть еще веб-дизайнеры, walkie-talkie, да, и product developers. Это то же самое, вот разновидность программистов, да, веб-дизайнеры, те, которые любят рисовать, они могут работать веб-дизайнерами. И product developers, да, то есть тоже те же люди, которые развивают свой продукт, развивают свою вот программы, разработки какие-то, да. А есть еще, ребята, такая профессия, как walkie-talkie, то есть это человек, который может с вами погулять, может с вами побеседовать, да, эта профессия развита, например, в Японии, да, потому что японцы, они очень трудолюбивые, и они с утра до ночи работают, и они могут, ну, они стать вашим walkie and talkie, да. And also, is everything clear so far? Так, and now we have activity time. Вот сейчас я вам покажу, ребята, несколько заданий после видео. После видео я вам отправлю еще презентацию. Так, and answer on my question. Have you thought about your future profession? Have you thought about your future profession? Ребята, вы когда-нибудь задумывались о вашей будущей профессии? And also, we knew our future professions. Да? Мы узнали, вот, какие бывают именно профессии будущего. Да? Они сейчас уже приобретают такой оборот, что вот именно поколение X, да, которые мы, вот, ваши родители, они могут, например, классические профессии, они могут перейти в онлайн, да, то есть приобрести какие-то новые знания, да. Так, и ваше домашнее задание будет нарисовать вашу будущую профессию, кем вы хотите стать. Okay, thank you for joining today's class. Bye-bye.